Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в работе у нас женский кошелек Threefold. Он имеет скрытый карманчик, в который можно разместить пластиковую карточку. Присутствует также довольно большой отдел под монеты. А также одно основное отделение под купюры и 3 отделения под карточки. Идею данного кошелька мне прислал подписчик в виде набросков на листочке бумаги, и которую теперь можно скачать в формате PDF в описании под этим видео. Выкройка поместилась на 4 листочках А4, одну из деталей придется склеивать. Кожу использовал Alcor толщиной 1,4-1,6 мм. Отрезал нужный мне участок кожи и при помощи скотча приклеил шаблон. Пробойник имеет шаг 5 мм и диаметр отверстия 1 мм. Вырезать выкройку начиная с кривых линий. Лучше всего поставить новое лезвие, так как оно должно быть максимально острое. Я не стараюсь вырезать шаблон с первого раза. Для начала просто размещаю себе линию, чтобы после снятия выкройки ее было видно на коже. Параллельно с вырезанием выкройки не забывай сделать отверстие под кнопки. После того, как основная часть вырезана, остается снять выкройку с кожи и еще раз пройтись лезвием по намеченной линии. Ну и повторить то же самое с остальными закруглениями. Все детали изделия вырезаны, но перед сшиванием нужно обработать урезы. Это низ клапана одного и второго, левый карманчик сверху и справа, средний карманчик слева, сверху, справа, правый карманчик слева, сверху и справа, середину кошелька сверху и справа, карманчик для монет в данных местах и лицевую деталь сверху, начиная от отверстий и до края. Сам процесс обработки уреза я показывать на этом видео не буду, в принципе как и в последующих. Планирую сделать об этом отдельное видео, а кому все-таки интересно, можно посмотреть в предыдущих моих видео. Ну а сшивать изделие начинаю с пришивания клапана как одного, так и второго. После того как пришил клапаны, самое время установить кнопки. Делаю я это при помощи специального пресса. Далее беру правый карманчик, внутреннюю сторону, лицевую и карман для мелочи. Начинаю сшивать сначала сбоку, после чего складываю карманчик для монет, прошиваю снизу и заканчиваю прошивание слева на карманчике. Кроме того, в данном месте делаю еще один возвратный шов. И точно так же делаю еще один возвратный шов снизу, после чего перехожу прошивать сбоку. Нитку использовал круглую плетеную вощеную толщиной 0,55 мм. Далее остается пришить монетницу с другой ее стороны к верхней части изделия. После этого пришиваю средний карманчик с правой стороны, далее пришиваю его снизу к лицевой детали и заканчиваю шов слева. Ну а далее остается повторить аналогичную операцию с последним из карманчиков.
И кроме того, обработать урезы на уже полностью собранном изделии. Вот и все. Изделие готово. Пока-пока.